Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. В этом ролике я буду монтировать ламинат на стену, покажу полный цикл и расскажу о всех нюансах, которые могут возникнуть у вас во время выполнения этой работы. В одном из своих роликов я уже делал фартук из ламината, и получилось очень эффектно и необычно. Судя по большому количеству просмотров, эта тема многим интересна. Сегодня я буду делать стену из ламината на кухне. Предварительно основание выровняли, была выполнена штукатурка по маякам и стена была загрунтована. Для реализации своей идеи был выбран ламинат Target коллекция Elade 832. Цвет дуб крит. Как показала практика, ламинат прекрасно подходит для таких целей. Тем более, что в нем присутствует технология защиты от влаги. Ламинат 32 класса, усиленная износостойкость, фаска с 4 сторон. Для этой работы понадобится электрический лобзик или болгарка, пистолет для нанесения клея, угольник и малярный нож. Коронка для того, чтобы сделать отверстие под подрозетник. Прежде всего, вскрываем пачки и сортируем ламинат по рисунку. Как видно, есть панели, которые преобладают по количеству. Это надо учитывать, чтобы не укладывать два одинаковых рисунка рядом. Ламинат максимально точно передает структуру натурального массивного дерева. Это был один из критериев, по которому мы выбрали этот ламинат. Крашеная фаска дополнительно создает объем и защищает торцы ламината от влаги. Приступаю к работе. Укладку буду начинать с правого верхнего угла. Слева у меня будет стоять холодильник. С боковых досок я срезаю торчащую часть замка. Это можно сделать при помощи лобзика или малярного ножа. Главное не повредить скошенную часть фаски. Для приклейки ламината буду использовать полиуретановый клей герметик. На панель наношу клей змейкой. Этого вполне достаточно, чтобы надежно закрепить ламинат на стене. Приклеиваю первую панель, оставляя зазор между ламинатом и стеной примерно 5 мм. Внизу доску особо точно можно не подрезать, так как там будет плинтус. Для разметки использую обычную рулетку и угольник. Чтобы в квартире не было пыли, режу ламинат на балконе. В своем недавнем ролике я уже показывал, как сделать чистый рез ламината. Для этого можно использовать лобзик, предварительно прорезая ламинированную поверхность малярным ножом, или при помощи болгарки с диском по керамике. Ссылка на этот ролик будет в описании. Кому интересно, посмотрите. Я буду пользоваться первым способом. На лобзике у меня стоит пила с зубом в обратную сторону. Предварительно прорезаю малярным ножом ламинированную поверхность. Тем самым вы исключаете появление сколов на краю. И прорезаете лобзиком, только не по самой линии, а рядышком. Рез получается аккуратный и чистый. Дополнительно можно немножко скруглить кромку наждачкой. У нижней боковой доски тоже срезаем часть торчащего замка. Наношу клей и приклеиваю на стену. Начало положено, первый ряд готов. Так как этот ламинат без пластмассовых замков и следующий ряд нужно закрывать целой полоской, собранной из 3 частей, для этого выкладываю полоску на полу и склеиваю скотчем. Затем наношу клей. По аналогии, как это делается на полу, закрываю сразу целый ряд в замок. Есть более простой способ укладки такого ламината. Для того, чтобы доски закрывать по одной штуке, можно просто срезать торцевые замки. На стене этот замок не важен, так как ламинат не несет никакой механической нагрузки и приклеен на клей. Второй способ мне нравится больше, поэтому я решил срезать замки и укладывать ламинат по одной доске.
том месте, где подрозетник, я пользуюсь следующим методом. Ставлю лазерный уровень точно на подрозетник, потом подставляю ламинированную панель и по лазерному лучу размечаю местоположение отверстия. Затем коронкой по дереву прорезаю отверстие. Далее просто приклеиваю ламинат. Уже вырисовывается первый результат. Какую раскладку выбирать – это дело вкуса. У меня получается, что оставшийся обрезок отряда переходит в следующий, и раскладка получается немного плавающая. Дальше по аналогии укладываем оставшиеся доски. Отрезаем нужный размер, срезаем торцевой замок и приклеиваем к стене. Кстати, Tarkett – единственный в России производитель напольных покрытий, прошедший процедуру добровольной сертификации и получивший маркировку «Листок жизни». Простыми словами, это говорит о том, что в его составе нет вредных веществ для здоровья. Ламинат на стене, в принципе, очень практичный вариант, так как его можно спокойно протирать мокрой тряпкой, он относительно недорогой и очень эффектно выглядит. Большое разнообразие текстур дерева позволяет подобрать его практически под любой интерьер. Стена готова. Для монтажа ламината мне потребовался 1 день. А так выглядит шов, который примыкает к стене. Думаю, что на эту тему мы поговорим в другом ролике. Если вам это интересно, то пишите в комментариях. Покажи, как оформить стык ламината и стены. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, то, конечно же, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и вы будете первым получать уведомления о том, что вышел новый ролик. Всем желаю хорошего настроения. До новых встреч!